Сегодня мы проснулись полные воодушевления и легкой тревоги, ведь впереди тропа к Ледниковому озеру. Той самой, что манит своей недосягаемой красотой и обещает показать горы в их первозданной мощи. Нам предстоит пройти по следам тех, кто уже покорял эти высоты, и погрузиться в мир, где каждый шаг навстречу чуду. Мы вышли из отеля и неспешно пошли через Нижний Юбен. Тихие улочки, деревни еще дремлют. Но вот на тропе встречаем первых местных, лошадей. Они спокойно пасутся, гремя колокольчиками, а потом, словно по команде, к нам подходит хозяин и начинает их собирать. Лошади бегут, звеня колокольчиками, а солнечные лучи играют в их гриве. Это был волшебный момент, полный жизни и движения в горах. Тропа ведет нас глубже в лес. Солнечные лучи просачиваются сквозь ветви, обнимая мох и землю. На некоторых участках земля еще покрыта тонкой коркой льда. Это напоминание о холодной ночи, которая только что ушла. Вдоль тропы развешаны молитвенные флажки. Их яркие цвета контрастируют с зеленью и снегом, словно духи гор шепчут свои древние мантры. И здесь, на высоте около 2800 метров, природа кажется живой и близкой. В один из моментов на тропе появляются белки, ловкие и смелые. Я достаю небольшие угощения и делюсь с ними. Они доверчиво подходят, принимают угощение и тут же скрываются в ветвях. Это маленькое чудо – знак того, что мы движемся в правильном направлении, и что природа открыта для тех, кто идет с уважением и вниманием. И вот мы приближаемся к первой смотровой площадке. Она находится на высоте практически 3200 метров. Вы можете себе представить? Я так долго мечтала об этой поездке и о том, что когда-то увижу эту потрясающую гору, и вот уже пару шагов перед нами открывается вид на Мэйлишань, чей самый высокий пик достигает 6740 метров. Заснеженная гора, которую я видела, была настолько близко, что казалось, до нее можно дотянуться рукой. Сверху ветер гонял снег, легкий, только что опустившийся, и он кружился в танце, словно играя с воздухом. Ты видишь, как снег сносит ветер с самых вершин, и в этом движении так много магии и жизни. А еще там были ледники. Белоснежные массивы, которые выглядели словно стражи гор, и можно было разглядеть их рельеф, их трещины, их силу и хрупкость. Вся эта красота словно охватила меня целиком и полностью. Но мы продолжили свой путь, и следующая остановка была небольшой деревенькой, которая на самом деле являлась базовым лагерем и служила некогда отправной точкой для смелых экспедиций на гору Мэйлишань. Эта гора – это не просто вершина, это священное место для местных жителей, где переплетается природа, вера и легенды. Никто и никогда так и не покорил ее главный пик Кавагеба, который поднимается на высоту 6740 метров. Ведь все попытки восхождения здесь воспринимаются как вызов духом гор, а сама гора охраняется строгими законами и древними традициями. В этой деревне когда-то кипела жизнь, и здесь планировались экспедиции, здесь мечты рождались, таились надежды. А мы шли к Ледниковому озеру, настоящему сердцу этого хребта, спрятанному в глубине гор, словно в тронном зале природы. Озеро находится на высоте 3900 метров, а тут, знаете,
Воздух уже становится редким и хрупким, да и мир вокруг приобретает особенную чистоту и силу. Это озеро – хранилище ледниковых вод, питающееся непосредственно от таяния вечных снегов и ледников, которые медленно сползают с вершин. В январе, в зимней тишине, озеро покрыто тонким льдом, под которым сверкают кристально чистые воды. Они словно спрятаны в глубоком горном котле, окруженном скалами и вечно зелеными соснами, которые не боятся зимних морозов. Особенность этого места в том, что оно сохраняет первозданную чистоту и нетронутость. Сюда редко доходит человек, и каждый шаг на пути к нему – испытание самой природой. Сейчас и здесь ощущается особенная энергия, тишина, глубина и уважение к величию природы. Мы едва задержались в этом месте, но, знаете, в сердце осталась память о том, что мы прошли по следам тех, кто некогда рисковал абсолютно всем ради большой мечты и встречи с этим неподвластным миром чудом. Но уже вечерело, и нам нужно было возвращаться обратно в Юбэнк. Мы отправились по той же самой тропе, но в этот раз задержались в той самой маленькой деревушке чуть надольше. Мы устроились на уютной поляне, заварили кофе из местной воды, и, кстати, это был не просто кофе, это было настоящее откровение. Вода здесь настолько мягкая и шелковистая, что каждый глоток казался прикосновением горной нежности, ни с чем не сравнимой с обычной водой из городских краников. Это была наша тихая победа, передышка и благодарность за этот путь, за красоту, которая наполняла сердце и не отпускала нас до самого последнего луча закатного солнца. На следующий день мы отправились к священному водопаду. Он расположен недалеко от Нижнего Юбенка, на высоте около 3600 метров. Для тибетцев это священное место. Они говорят, здесь вода очищает не только тело, но и саму душу. Паломники совершают ритуалы, обходят водопад, молятся, оставляют яркие молитвенные флажки, наполняя пространство особой энергией. Сам путь к водопаду уже кажется большим приключением. Нужно пройти через густые леса и деревянные мосты, слушая шепот ветра и журчание ручьев. Яркие молитвенные флажки на ветру словно разговаривают с тобой. Воздух здесь другой, идти нелегко, но это только усиливает ощущение, что каждый шаг приближает тебя к чему-то значимому. Водопад – это огромная мощь и красота. В теплое время года вода падает с высоты около 100 метров, создавая мистический шум. Я думаю, мы провели здесь около часа или более того. Нам действительно хотелось запомнить это место, чтобы каждый раз, закрывая глаза, ты мог снова оказаться здесь. Снова насладиться этой тишиной, красотой и небывалым величием. А еще
Хотелось и оставить здесь что-то, но не предмет, нет. Что-то более личное, внутреннее. Свои мысли, чувства, размышления. Каждая капля воды, казалось, несла в себе энергию священной горы Кавагеба, которая виднелась совсем близко и так далеко на горизонте. После 2 удивительных дней, проведенных в Вьюбэнк, я вновь вернулась в Нинонг. Это было непросто. Честно признаться, тропы стали мне как родные, но я чувствовала, что этот путь подошел к своему завершению. Возвращаясь в Шангри-Ла, я еще раз ощутила, как глубоко связано это место с моими путешествиями. Это не просто города и деревни, это намного больше. Это живые, дышащие истории, переплетающиеся с природой и культурой. И я чувствовала, как сама стала частью этой бесконечной цепочки.